Доброго всем дня! С вами Агирим Жумадилова. Сегодня я для вас хочу показать расслабляющий массаж лица, который дает лимфодренирующий эффект, то есть снимает отечность, и даже лифтинг эффект. Подходит абсолютно всем типам старения. Массаж занимает около 15-20 минут, отлично сочетается с массажем тела, со спортивным массажем, с лимфодренажным массажем тела, с висцеральными практиками. То есть можно даже с косметологическими процедурами после чистки, после пилинга можно провести. Итак, начинаем. Я уже предварительно на модели провела очищение. Теперь у нас начинается основной массаж. Так, голову освобождаем. Без напряжения. Да. Немного расслабляем шейно-воротниковую зону. Так, воздействуем на магистральные сосуды и запускаем венозный отток. В зоне над подключицей. Так как сегодня у нас расслабляющий массаж, я буду выполнять на лице и в зоне декольте на креме, на массажном креме. Зону слухового прохода освобождаем. Я сразу проработку делаю спереди и сзади одновременно, так параллельно. Снизу вверх. Неважно, сверху вниз. Ушную раковину вот так вот тянем. Кстати, многие обожают, когда делаешь массаж лица вот вместе с ушами. Так, плавно я переворачиваю. И то же самое. Здесь у нас проходят важные лимфатические каналы, лимфатические станции за ушной раковиной, на сосцевидном отростке. Поэтому для того, чтобы сделать хороший массаж лица, будь то расслабляющий или стимулирующий, тонизирующий, видов много же, цели разные. В любом случае, первым делом мы делаем хороший дренаж. Лимфодренаж. Кстати, кто спрашивает, почему после массажа тела, когда вниз головой лежим, потом переворачиваем, вообще полностью после массажа тела, почему отекает лицо? Это закономерно, потому что здесь блокируется венозный отток, когда в неподвижном состоянии долго лежишь вниз головой. Поэтому вот такие простые дренажные техники сделать очень полезно, эффективно и способствует оттоку лимфы, поэтому отеки быстро сходят. Кстати, кто хочет сделать акцент на носогубную складку, например, поработать над носогубной складкой. Вот ушная раковина и жевательная мышца обязательно. Я в предыдущих роликах, как работать с жевательной мышцей на себе и на модели, отдельный ролик был, я показывала на канале про Beauty KZ. У меня вот такой вот массажный крем, неважно какой, вы можете любой свой крем или масло использовать. Если масло, то я люблю использовать масло виноградной косточки.
И добавляю пару капель эфирного масла Ладан. Обожаю Ладан. Для возрастной кожи это то самое масло. Так. Крем холодный, да? Поэтому мы на ладони немножко разогреваем. Угу. В зоне декольте надо поработать хорошенько. Здесь у нас с левой стороны грудной проток находится. Поэтому мы все эти зоны стимулируем. Я сегодня модель предупредила, что у нас такой расслабляющий массаж, но тем не менее с эффектом лимфодренажа. Можно сказать, один из видов лимфодренажного массажа. Помпажными движениями я завершаю. И немного вот через боковую поверхность я захожу на заднюю поверхность шеи. Там тоже стимулирую немного лимфопротоки, лимфатические сосуды. Видите, грудинно-ключично-сосцевидный отросток шеи. Это вот большая мышца шеи. Но кроме этой мышцы у нас в зоне шеи находится очень много-много мышц, поверхностная группа мышц, глубокие мышцы, которые позволяют нам запрокидывать голову, поворачивать в бок. Да и в целом за шеей нужно обязательно ухаживать, периодически делать массаж, особенно беременным женщинам, которые ведут малоподвижный образ жизни, да, в основном, когда вот третий триместр. Конечно, это все в теле сказывается. И кто сказал, что массаж нельзя делать беременным? Нужно делать такой расслабляющий, дренажный и с упором на шейно-воротниковую зону. Даже лимфодренажный массаж тела можно и нужно делать. Меня лично мой доктор во время беременности тоже рекомендовала, вот третий триместр, на массаж меня отправляла, когда были такие небольшие отеки. Поэтому я на своем телеграм-канале, если подпишетесь, есть такой канал у меня для начинающих и действующих мастеров, которые хотят улучшить свои навыки. Я там делюсь своими лайфхаками, там, полезной информацией. Иногда прямые эфиры провожу, про своих курсах говорю. Ссылку оставлю здесь. Так. А Нелли не больно? Нет. Угу. Теперь я немного синхронно. Так, осторожно, да, камеру. Нормально. Так. Как будто бы я заднюю поверхность шеи удлиняю, тяну на себя. Вот так вот. Угу. И плавно захожу на лицевую зону. Мне надо крем взять. Еще раз.
Можно сделать такой флюраж, называется. Мы наносим крем или масло на лицо, да? И я делаю акцент на поднижнечелюстное пространство. Вот. На подбородок, да? На овал лица. Я начинаю вот с нижней трети лица. У меня вот эти приемы, они немного глубже заходят на ткань. Я просто вот так вот не мажу. Я воздействую на лимфатические сосуды здесь, на лимфатические протоки под челюстью. Угу. Так. Крем дает хорошее скольжение. И я здесь, чтобы было понятно, хочу показать наглядно. Вот кончиками пальцев я захожу на подбородочную, под костью. И делаю вот такие вот веерообразные приемы. Я немного надавливаю на подбородочную зону. Раз, два, три, четыре. От центра дохожу до края нижней челюсти. Вот. С двух сторон. Потом могу сверху также вот пройтись. Угу. Несмотря на то, что массаж дает расслабляющий эффект, я в любом случае хочу, чтобы вот здесь борозда ушла, да, если есть отечность, если есть напряжение, связанное с эмоциональным фоном. Поэтому я беру вот как казалось бы простые движения, но у меня есть немного надавливания на ткань, да, я давлю. Не сильно, чтобы было слишком больно. Нет. И я прохожу вдоль венозного оттока. Я его провожу, знаете, куда? Опять-таки на край нижней челюсти. Потому что идет вот туда венозный отток вдоль носа. Ну, это дополнительно стимуляция лимфы. Угу. И с другой стороны я как бы расслабляю зону мышц нижней трети лица, то есть вот депрессоры, щечную зону и жевательную зону. Включаю вот такие вот техники, которые направлены на расслабление мышц, которые прилегают к верхней челюсти. Вот. То есть это у нас мышцы, поднимающие верхнюю губу, малая скуловая, большая скуловая мышца. Вот по их креплениям прошлась и стимулирую лимфу, проталкиваю как бы ключицы. Угу. Вот зона вокруг глаз, зона корругаторов. Это зона, которая больше всего напрягается, да, столько мимики мы производим в течение дня. Устаем, голова болит, вниз головой сидим. Вот, когда наклоняемся, на телефон смотрим. То есть у нас зажимаются вот здесь сосуды в зоне шеи, и это воздействует на наши глаза. То есть даже вот мышца устает, напряжена, кровь мало поступает, поэтому на эту зону давайте немножко уделим внимание. Зона вокруг глаз – важная зона. Кожа очень тонкая, нужно беречь эту зону. Но массажем мы тоже можем помочь. Стимулируем кровоток, лимфоток, снимаем напряжение. Для мастеров, которых хотят научиться делать массаж и знать анатомию, где и крепятся вот эти крепления, у меня есть прекрасный курс, даже 3 методики, есть 3 курса. Глубокотканный лифтинг, массаж лица, шеи, головы.
Это моя авторская методика. Есть, на него есть патент. Есть блефаропластический курс и моделирующий курс. Вот кто хочет научиться и стать профессионалом. Формат онлайн. Эти вопросы вы можете узнать на нашем сайте. Ссылку оставлю. Программу, промо-ролик. Так. Я ушла на один глаз сразу. Почему? Потому что я люблю работать вот так вот локально. В зоне вокруг глаз, кроме того, что здесь появляются у нас со временем мимические морщины, как называют в народе гусиные лапки, да? Тем не менее, когда мы работаем на эту зону, нам нужно больше акцент сделать на внутренней части глаз. Почему? Потому что здесь у нас крепится круговая мышца глаз. Вот делится слизной канал и глазничный канал. Вот эти места крепления мышц, мы его потихоньку стимулируем и делаем вот такой вот массаж, полумесяц я называю, и дренаж. После массажа глаз можно, прям, если клетка уснула, разбудить и сделать вместе с вами, прям в тандеме, упражнение на глаз. Ой, посмотрите, аж камера передает. Нет, здесь даже цвет ткани по-другому, цвет кожи, да? Даже белее стало. Так, делаем дальше с левым глазом. В зоне вокруг глаз надо работать, на самом деле, очень медленно. Пальчиками надавливайте, чуть-чуть давление должно быть. И еще мысленно вам нужно, прям мастеру нужно подключиться, погрузиться и представить перед глазами, что вы действительно вот нашли, и здесь стоит ваш пальчик на месте крепления, и расслабляете их. Мастеру очень важно быть в моменте и погрузиться. Ментально и физически вы работаете как бы включены в свое дело, ни о чем не думая. Массаж лица — это как у нас медитация, поэтому даже от 20-минутного массажа, хоть для меня даже 15 минут достаточно, будет такой прекрасный расслабляющий эффект, который даст результат. Ваш клиент будет просто в восторге. Я еще люблю делать акцент на скуловую зону, на скуловую кость. Смотрите, я вот так вот делаю. Иногда включаю разные техники. Я большими пальцами углубляюсь в эту впадину, в эту ложбинку, да, и надавливаю и тяну в сторону. Когда клиент пришел отдохнуть, хочет массаж лица получить, у мастера руки, техники должны быть погружены прям на мышцы глубоко. Просто гладить, вот это делать, заниматься полчаса этим, на самом деле немножко даже раздражает, стимулирует лишний раз нервную систему, поэтому массаж должен быть медленный, глубокий, хоть пару техник, но тем не менее мышцы, мышечные крепления, все группы мышц нужно захватывать. Я плавно через центр захожу на лобную зону. На лобной зоне можно сделать вот такое разволокнение, прям проработать каждую зону.
Мгм. На лице на самом деле очень много изменений. Много изменений происходит из-за состояния ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Ну, я не говорю сейчас про осанку, а, про другое не говорю. Но когда вот западает верхнее веко, это, оказывается, говорит о том, что кишечник неправильно работает, возможно, там не усваиваются антиоксиданты, белки правильно. Поэтому, друзья, не просто подбираем крема, сыворотки, но и говорим, что надо проверять еще состояние ЖКТ. Сейчас в современном мире говорят, 2 раза в год надо делать детокс правильными методами. Вот. В принципе, у нас лицо разогрелось. Я могу дополнительно добавить вот такие еще техники на поднятие щечной зоны. Так скажем, молодильные яблочки. Да? Лифтинг, поглаживание. Массажу лица научиться легко на самом деле, если есть желание. Ваши руки будут тоже так же танцевать, когда, ну, с опытом. С опытом. Ну, это придет в любом случае. Видите, я всегда делаю акцент на венозный отток, на лимфу. Угу. Так, расслабляем. Угу. Можно еще дополнительно поработать со скальпом. Лицо мы уже завершили. Можно нанести теплое полотенчико и убрать излишнее масло или крем и нанести какую-нибудь полезную маску витаминизированную. Вот процедура подошла к концу. Занимает где-то минут 15-20. В зависимости, насколько вы будете работать с мышцами. Если напряжена, чуть больше. Если нет, то в целях профилактики я люблю делать такой массаж где-то раз-два раза в неделю. Вот. Ну вот и завершили процедуру. Надеюсь, я была полезна как мастерам, так и всем, кто любит массаж лица. Думаю, надеюсь, что было информативно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я там часто активничаю. До скорых встреч!